Привет! Вы на канале Aeroportal. 29 февраля в СМИ появилась информация о переносе поставок самолетов российского производства МС-21 и импортозамещенной версии Суперджета на 2025 и 2026 год соответственно. Что же произошло? Попробуем разобраться в этом видео. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК. Это наш запасной аэродром, и там тоже публикуется контент про гражданскую авиацию. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. В прошлых роликах о МС-21 я рассказывал на основе имеющейся на момент записи роликов информации, что передача первых 6 самолетов в группе Аэрофлот планировалась в конце этого года, и еще 12 самолетов планировалось передать главному заказчику до конца 2025 года. И к передаче первых самолетов в 2024 году все в целом и шло. Также планировались к передаче тому же заказчику 16 самолетов SJ-100 до конца прошлого года. Однако срок поставки был перенесен на третий квартал 2024 года. То есть уже этой осенью должны были быть переданы первые 8 лайнеров, а зимой еще 8 лайнеров. И еще 4 суперджета должны были поступить в дальневосточную авиакомпанию «Аврора» в конце 2023 года. Однако 29 февраля глава Ростеха сообщил о переносе поставок данных самолетов. На вопрос возможных поставок до конца этого года глава Ростеха ответил следующее, цитата: «Нет, до конца года не будет». Конец цитаты. А на вопрос, будут ли поставки в 2025 году, ответ был следующим, цитата: «Да, скорее всего, может быть даже на 2026 год». Конец цитаты. Дополнительно также последовало пояснение, цитата: «У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу. Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас. Мы же летать будем на этих самолетах». Конец цитаты. Также свою версию причины сдвига поставок представили в Минпромторге, цитата: «Программы импортозамещения в гражданской авиации реализуются в беспрецедентные по мировым меркам сроки. Аналогичных российскому примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов, включая БРЭО, двигатели, авиационные материалы, в современной мировой авиации не существует». Все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию поставщиков из нескольких десятков стран. России предстоит справиться самой. Конец цитаты. В Объединенной авиастроительной корпорации перенос сроков объяснили следующим образом, цитата: «Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями, полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенции, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени». Конец цитаты. В Росавиации также сообщили, что, цитата, «работают в тесном и конструктивном взаимодействии с Минтрансом, Минпромторгом, разработчиками, производителями авиатехники и авиаперевозчиками. Крайне важно обеспечить гарантированное устойчивое функционирование воздушного транспорта России на долгосрочную перспективу на базе современной и надежной отечественной авиатехники». Конец цитаты. Также были прокомментированы решения о завершении сертификации Суперджета и МС-21 с российскими двигателями в конце 2023 и 2024 года соответственно, цитата: «Эти решения стали действительно беспрецедентными для истории мирового авиа- и двигателестроения. Однако сроки предъявления авиационной техники для проведения сертификации были по объективным причинам сдвинуты. Обычные для мировой авиации сроки создания магистральных самолетов и вывода их на рынок составляют на практике 10-12 лет. Двигатели для таких воздушных судов – 12-15 лет». Конец цитаты. С одной стороны, данные причины имеют место быть, поскольку производство самолетов полностью своими силами – это уникальный прецедент в новейшей истории России. И реализация проекта подобного масштаба действительно чрезвычайно сложная задача, в которой очень много вещей могут пойти не по плану. С другой стороны, вышеизложенные причины достаточно поверхностные, и что конкретно пошло не так в реализации проектов импортозамещенных самолетов, ни одно из упомянутых выше ведомств не сообщило. То есть, исходя из всего вышесказанного, вывод получается следующий. Изначально планируемые сроки оказались излишне оптимистичными, и как результат реализовать такой сценарий не удалось. Главная проблема здесь заключается в том, что время на реализацию проектов по импортозамещению гражданских самолетов достаточно сильно ограничено. В нынешних условиях имеющиеся у российских авиакомпаний самолеты иностранного производства смогут стабильно выполнять полеты примерно 10 лет. И главная задача в данной ситуации – это успеть реализовать данные проекты до вышеупомянутого срока. И учитывая нынешние переносы, временной запас истекает быстрее, чем планировалось.
И смогут ли данные самолеты вылететь в срок или нет, покажет время. А вы как думаете, в чем причина переноса и когда мы увидим MS-21 и SG-100 в рядах авиакомпаний? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи!